Еще ни разу мне не было так сложно писать сценарий по какой-либо игре. Я не из числа людей, которые поливают помоями проект просто на основании предвзятого общественного мнения. Я всегда стараюсь смотреть на игру с точки зрения как собственной игры. Стараюсь погрузиться в ее атмосферу и попытаться вообразить, как же она будет играться лично, моими руками. Я задаю себе внутренние вопросы. Если мне что-то не нравится на этапе превью, смогу ли я закрыть на это глаза и получать удовольствие от того, что есть хорошего? Так вот, в случае с Dragon Age Veilguard это было сделать чрезвычайно сложно. В процессе подготовки и просмотра роликов по игре, геймплея и дневников разработчиков я ловил столько красных флагов, что не могу припомнить, чтобы такое случалось когда-либо до этого. Но одновременно с этим что-то на уровне интуиции подсказывает, что играть в Veilguard будет интересно. Парадокс. Есть такое народное высказывание. 昔からある言葉があるんだ。見た目の匂いも悪いものは多分本当に悪いんだよ。 Соглашаться с этой мудростью или нет – дело уже лично каждого, но для себя я решил, что на данном этапе не буду скатываться в однозначную критику и негатив. В игре есть и хорошие моменты. В этом ролике мы поговорим и о хорошем, и о плохом, чтобы в конце вы смогли сами решить для себя, как относиться к новой игре от BioWare и стоит ли ее ждать. Мое знакомство с играми BioWare началось с замечательных Star Wars «Рыцари Старой Республики» и Jade Empire, и окончательно переросло в любовь с релизами первых Mass Effect и Dragon Age Origins. Тогда BioWare были на творческом пике, и раз уж мы говорим про Dragon Age, то вспомним, чем она нас покорила в далеком 2009 году. Мрачная, взрослая, бескомпромиссная Origins моментально влюбляла в себя сеттингом, замечательно прописанными персонажами, сложной глубокой боевой системой и действительно значимой системой выборов. Я помню, как мы часами с друзьями обсуждали игру, сравнивая наш пережитый опыт. Это была потрясающая игра, и недаром она взяла множество наград на игру года в то время. Dragon Age 2 была другой, но почти такой же замечательной. Dragon Age Инквизиция. Вот здесь уже начались споры и вопросики. Эта игра — переломный момент в истории BioWare, которая отделяет старую эпоху от новой. Прежде всего нужно понять один простой факт. BioWare старой эпохи и BioWare новой — это не только разные студии, но и разные люди. Я искренне считаю, что именно люди, работающие в компании, их творческий посыл дарят нам наши любимые, ну или не очень игры. Не студии и бренды, люди. Всегда анализируйте, кто стоит у руля, и тогда будет предсказуем результат. И вот тут плавно всплывает наш первый красный флаг. Почти никто из оригинального состава разработчиков первых Dragon Age не работает больше в BioWare. С момента, как на пост главы компании пришла Саманта Райан, занимавшая до этого аналогичный пост в EA Mobile и Maxis, все пошло наперекосяк. Почти все ключевые разработчики оригинального состава покинули BioWare, а спорная Mass Effect Andromeda была лишь началом. Дружно вспоминаем Anthem, этакий Concord тех лет. Но вернемся к Veilguard. Изначально у BioWare были планы по превращению серии Dragon Age в ММО. Тогда это было популярно, но тренды меняются быстро, а разработка современной игры, как мы знаем, длится несколько лет. И вот, после успеха EA с очень достойной Star Wars Павший Орден, BioWare снова переобулись и решили все-таки делать новых драконов сингловой игрой по старинке. Но, видимо, работа над мультиплеерным Dragon Age была проделана уже существенная, поэтому костыли ММО в новый Veilguard заметны невооруженным взглядом. Об этом поговорим позже, когда будем обсуждать геймплей. Ну а на пост главного лица игры был выбран этот человек. Такие вот делишки. Недавно множество ютуберов ездили на специальное мероприятие по Dragon Age Veilguard, где им дали поиграть в нее около 6 часов. Все они, конечно, выпустили свои превью, и здесь как ножом по сердцу, честное слово. Я смотрю на обзоры уважаемых мною ютуберов типа Mr. Matty Plays или Люка Стивенсона того же, и внутри разливается разочарование. Я чувствую фальшь, льющуюся из их видео, вижу знаки долларов в названии, но и от этого, честно говоря, очень неуютно. Не за этих ребят обидно, их как раз таки можно понять по-человечески, хотя все равно это мерзко, это однозначное введение в заблуждение и обман своих подписчиков. Злит больше всего
то, что EA тратит колоссальные деньги на создание позитивного образа игры и продвижение своей повесточной говенной темки. Основной посыл в том, что мы, старые фанаты оригинальных игр, будем счастливы получить новую, такую же крутую игру, как и раньше, но только для современной аудитории, которой, как мы знаем, попросту не существует. Опять же, вспомним уже ставший легендарным Конкорд. Не существует этой аудитории, вот и все. Но зато существуем мы, реальные игроки, готовые тратить деньги. Дайте только то, что мы действительно хотим. Ну ладно, остановимся, а то меня сейчас унесет в далекие дали от бомбежа на эту тему. Давайте перейдем непосредственно к игре. Начинается Dragon Age ожидаемо с редактора персонажей. Я обещал, что буду говорить не только плохое, пока что. Так вот, редактор в целом нормальный такой себе редактор с ползунками всего и вся. У нас есть 4 расы: эльф, кунарий, человек и гном. Расы вроде как влияют на некоторые строчки диалогов в самой игре. Ползунки позволяют настраивать все, вернее почти все, к этому вскоре вернемся. Есть довольно внушительная коллекция волос-оборот, которые выглядят, кстати, просто шикарно. Со средствами ухода за волосами проблем явно не было. Все бы хорошо, но есть одно но, вернее 2 но. Первое — это сам арт и стиль, об этом поговорим во фрагменте, посвященном непосредственно арту. А второе — это долбанная инклюзивность. Как можно заявлять об инклюзивности в игре, добавляя в редактор шрамы от операций по смене пола, особые местоимения для этого пола и одновременно ущемляя девушек с внушительными формами? Это максимальное значение слайдеров. Серьезно? Одна из девушек пишет: «Объясните мне, как так может быть, что этот ваш самый инклюзивный редактор персонажей, а я не могу в нем сделать даже свою тощую жопку на максимальной позиции слайдера». И суть даже не в слайдерах, а во лжи. Посыл, который заявлять о равноправии и делая на этом акцент, одновременно с этим лицемерно игнорируя пожелания обычных рядовых людей, продвигая определенный взгляд на нормальность. Упоминать то, что в принципе красивого персонажа создать в игре довольно проблематично, думаю, не нужно. Все и так очевидно. Модельки всех рас выглядят как угловатые гномы разных пропорций. Ну а что они сделали с Кунари? Вот Кунари из предыдущих частей. А вот это Кунари из новой. Выглядит так, как будто обычные люди косплеят Кунари, ну или как Сквидвард с рогами, тут уж кому что милее. Ужас, одним словом. На последней закладке редактирования внешности можно выбрать себе имя, понятно, однако фамилия будет зависеть от вашей фракции. От выбора фракции будут зависеть не только диалоги в игре, но и также различные способности, которые доступны герою изначально. Так что по итогу в целом редактор персонажей плюс-минус нормальный. Во многом впечатление от него будет зависеть от того, как вам арт игры и общий стиль в целом. Об этом мы поговорим. Лично для меня Dragon Age всегда была темным фэнтези со своим особым артом и стилем. И в целом новая стилистика игры, пожалуй, разочарование. Персонажи выглядят пластиковыми, какими-то излишне мультяшными, что ли, карамельными, как будто из диснеевского мультфильма. Ну а монстры, у меня просто нет слов. Посмотрите на «Порождение тьмы» из оригинала. А теперь из Veilguard. Но как можно было из такой взрослой игры сотворить такое? Это не Dragon Age, это Plants vs. Zombies на максималках в плане арта. Я ловлю вайбы старенькой Overlord больше, чем оригинальных игр серии. Может, ноги у этого растут из прошлого ММО, о чем я говорил ранее, где любят подобный стиль для аудитории 13+. Не знаю. Короче говоря, по поводу арта у меня, наверное, самая серьезная претензия из всех. Однако тоже окружение в игре сделано довольно качественно. Игру, в принципе, можно назвать довольно симпатичной. С оговоркой на арт, конечно, но все же. Я бы предпочел более мрачные тона, а не яркое и красочное представление с цветами прямиком из Saints Row. Вопросики есть также к UI и эффектам. Тут опять же напомню про наследственность предполагаемой лайв-сервис ММО игры. Все блестит, сверкает, циферки летают, огромные квест-маркеры на 1/10 экрана. Даже при исследовании мира объекты навязчиво подсвечиваются, что лично для меня убивает иммерсивность. Дайте же мне поисследовать локации, понаходить самому сундучки эти, подумать над загадками. Зачем считать меня тупой домохозяйкой, которую нужно вести за ручку? Ну реально, выглядит иногда как отъевшаяся мобильная игра. Немного дешево, но разве нет? Я надеюсь, что интерфейс позволит настраивать и отключить ненужный визуальный мусор. К хорошему.
Синематики те же на движке довольно приличные, постановка хорошая, ракурсы, камера приятная глазу. Даже лицевые анимации более-менее, в отличие от знаменитой Mass Effect Andromeda. В целом нравится. Хорошие получились также сюжетные арт-ролики. Что хочется похвалить прямо, это звуковой дизайн. В EA работают крайне талантливые ребята по работе со звуком, и у Veilguard в этом плане все хорошо. Фирменные эффекты, работа с объемным окружением, звучит все очень сочно и динамично. С небольшими оговорками, правда. И я об озвучке. Сейчас пошел странный тренд в играх, который мне не очень нравится. Мне режет слух, когда в фэнтези-играх актеры отрабатывают как в театре, играя Гамлета, без специфической харизмы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Хороший пример озвучки в Dark Fantasy — это игры From Software. Образ персонажа и его характер можно представить просто по голосу. А в некоторых современных играх герои звучат просто как обычные люди. В Veilguard такая же проблемка, к сожалению, имеется. Но, может, это мой личный загон. Поехали дальше. Что касается сюжета, вроде как все более-менее хорошо. Сюжет всегда был одной из самых сильных сторон BioWare, хоть с этим можно прогнозировать какую-никакую стабильность, благо главный сценарист из старой команды, что радует. История же прямое продолжение Dragon Age Инквизиция. Большинство героев новые, однако и старые знаковые знакомые появятся совершенно точно. Журналисты хвалят завязку, за сюжетом интересно следить, по их словам. С лором вселенной тоже все в порядке, за предыдущие игры он стал довольно обширным и богатым на события. В игре вы, кстати, повстречаете Инквизитора, главного героя из предыдущей игры. Возможно, его можно будет даже перенести из сохранений и кастомизировать по своему вкусу. Всего в игре будет 3 больших акта, каждый из которых будет задавать разный тон повествования и, следственно, атмосферу происходящего. Охотно хочется верить, хорошая история может вытянуть игру, даже если все остальное посредственное. Будет ли там повестка? Конечно, да. Не нужно тешить себя надеждой, что пронесет. Как минимум, абсолютно каждый из компаньонов не стесняется романтических отношений со всеми полами. И, судя по комментариям разработчиков, это гордость игры, которую выделяют в заголовке. Опять же, без комментариев. Пару слов о компаньонах. Визуально они не производят впечатления харизматичных героев, а выглядят обычными дженерик персонажами. Если сравнивать с персонажами из Baldur's Gate 3, разница во внешней харизме кардинальная, не в пользу Veilguard. Как и в предыдущей Инквизиции, мы будем много времени находиться в специальном хабе, где с компаньонами можно будет проводить потенциально интересные беседы, где будет раскрываться их характер, прошлое, ну и так далее. Отношения с ними будут зависеть от системы репутации главного героя, а подарки, которые мы можем им презентовать впоследствии, украсят их комнаты. Мелочь, но приятная. Кстати, сам общий хаб называется «Маяк», и он будет постепенно видоизменяться по мере прохождения игры. Можно ли его как-то прокачивать, информации не нашел, но это вполне вероятно. Двинемся дальше и поговорим о боевой системе. Можете забыть про медленную тактическую боевку прошлых частей, к сожалению. Сейчас на руках у нас бодрый экшен для современной аудитории. Разработчики говорят, что вдохновлялись God of War, однако мне, честно говоря, больше напоминает боевку из Стражей Галактики. Очень мною любимую, к слову. Несмотря на кажущуюся простоту и казуальность, глубина в сражениях все-таки есть, чему лично я был приятно удивлен. На легких сложностях заложенные механики не работают должным образом, понятно, но стоит слегка повысить сложность, игра ощутимо преображается и уже появляются какие-никакие элементы тактики. Пальчики начинают работать гораздо осознанней, и вы обнаружите, что начинаете использовать те механики, которые не использовали раньше. Одновременно у героя может быть 3 активных способности. Есть также ульта-суперприемчик, есть руны, которые работают как те же способности отчасти. Между 3 рунами, кстати, можно переключаться в процессе игры. Что же касается классов, есть 3 класса. Воин, маг и разбойник. Все по классике. А у каждого класса есть по 3 подкласса. Мувсет не однокнопочный, у воина, к примеру, есть слабая атака, сильная атака, заряженная атака, есть кнопка уклонения, щитом можно блокировать урон, парировать, имеются разные атаки при беге и прыжках, щит можно бросать, даже комбо есть. Как видите, такой стандартный экшен-набор. Способности, понятно, можно менять под свой стиль игры, что добавляет вариативности. Также упомянутый ранее воин может брать оружие в 2 руки, что меняет базовые атаки и анимации. Разбойник может переключиться на лук, ну а маг на сферу и кинжал. Управлять сопартийцами напрямую не дадут, но будет тактическая пауза, в которой можно раздать указания, и благодаря этому можно вытворять довольно интересные комбо из навыков компаньонов.
У каждого класса есть особая шкала для многих способностей — моментум. Она заполняется индивидуально. У воина, к примеру, моментум растет, когда вы получаете урон, а у разбойника, наоборот, понижается, когда вы атакуете и получаете урон. Система прогрессии героев довольно стандартная, основанная на нодах, выделить что-то особенное не могу. Несмотря на то, что боевка совсем не та, которую я хотел бы видеть в Dragon Age, если погрузиться, думаю, играть будет интересно, особенно на более высоких сложностях. Так что боевая система как минимум нормальная, если не хорошая. Видно, что поработали над нею с умом. И из минусов опять же стилистика всего и вся. Это разноцветные эффекты, все мельтешит, иногда непонятно, что происходит на экране. UI еще этот вырвиглазный, ну и анимации как будто сделаны для детей, с нелепыми сальтухами, добивания смешные в стиле Marvel больше не лайк. Раз уж вдохновлялись богом войны и как-никак это все-таки Dragon Age, могли бы побрутальнее сделать, но имеем что имеем, увы. Давайте подведем итог. Из плохого тут все сугубо индивидуально. И если вы досмотрели до этого момента, я думаю, что вы сами в состоянии сделать выводы, что вы готовы терпеть, а что категорически нет. Лично для меня потенциально интересной выглядит история, возможно, диалоги с персонажами и приемлемая боевая система. Есть вероятность, что именно играть в Dragon Age Veilguard будет интересно, но этого мы не узнаем, пока игра не окажется на руках. BioWare заявляет о крайне высоких цифрах предзаказов, но одновременно с этим я вижу практически единогласное возмущение игроков по поводу нового направления для Dragon Age, поэтому слабо верится в эти предзаказы. Паразитирует ли новая BioWare на останках любимой многими франшизы или приносит что-то новое, решать вам. Для меня Veilguard — это не Dragon Age, это другая игра, которая носит маску оригинала, пытаясь сойти за свою, только вот символично яиц не хватает. Попробую ее, вероятнее всего, но без энтузиазма, которым обычно горю. На этом у меня все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Забегайте в Telegram, там мы общаемся и обсуждаем игры. Если видео зашло, вы знаете, что делать. Это будет приятно мне, то есть автору, а также поможет развитию канала. К слову, это канал Платоси. Всех обнял, мира и добра вам. Пока.